Всем добрый день подписчикам и гостям моего канала White Holland. Добро пожаловать! Сегодня давайте поговорим, какая нормальная сумма из бюджета семьи нужна на продукты питания в неделю в Нидерландах. Я не буду останавливаться сегодня на других видах расходов семьи. На эту тему я подготовлю отдельное видео. Согласно статистике, достаточно бюджета на одного человека от 50 до 70 евро. Для пары без детей от 100 до 120 евро. Для пары с детьми от 105 до 150 евро в неделю. Повторяю, это согласно статистике. Исходим, что в месяце 4,5 недели. То есть вы сами можете посчитать, сколько необходимо денег из вашего бюджета в месяц на продукты питания. Но я вам немного помогу, и цифры у меня стоят наверху в моем видео. Я часто замечаю из разговоров в семье моего мужа и, судя по рассказам других блогеров, что многие закупки делают один раз в неделю, согласно их запланированного бюджета на месяц. Вы знаете, когда я приехала в Нидерланды, а это был 1998 год, тогда мой немецкий друг заложил бюджет на продукты питания в неделю. Правда, тогда были гульдены, 120 гульденов в неделю. На одного у него было до этого 100 гульденов. Повторяю, сегодня мы исключительно останавливаемся на статье «Продукты питания в неделю». Другие финансовые расходы семьи мы сегодня не затрагиваем. Мы не будем сравнивать сегодня цены в гульденах и евро. Разница огромная. Тот, кто давно живет в Нидерландах, в Германии, Европе, хорошо знают и чувствуют эту разницу сегодня. Напомню немного истории. Если коротко, в 1992 году в Мастрихте, Мастрихт – столица провинции Лимбург, было принято решение о введении единой европейской валюты – евро. Знаю, что с 4 января 1999 года все биржевые цены, стоимость облигаций и опционов на фондовой бирже стали отображаться тогда в евро. Монеты и банкноты были введены тогда одновременно в 12 странах, входящих в Европейский Союз, с 1 января 2002 года. Появилась наличная форма евро-кэш, и курс обмена гульдена на евро был тогда 1 евро в соотношении 2,2 гульдена. Итак, давайте вернемся к теме расходов семьи на питание. В начале нашей семейной жизни, это был 2003 год, мой муж, тогда мы еще не были женаты. У нас было сначала совместное проживание. Есть такая форма отношений в Нидерландах, но эту тему я сегодня не затрагиваю. Это будет отдельный, очень интересный фильм. Итак, он запланировал, я помню, расходы на питание от 100 до 120 евро в неделю. О других расходах я не говорю. Ипотека, авто, страхование машины, медицинская страховка, страховка на смерть, страхование жизни, страхование дома, правовые страховки, одежда, экстра расходы на газ, свет, вода, налоги от химейта, налоги на дороги, налоги на машину, налоги на мусор,
об этом мы сегодня не говорим. Это очень объемная, интересная тема, и на это будет отдельное видео. Я помню, что я всегда старалась вложиться в этот бюджет. Голландцы и немцы, они привыкли к такому планированию. Определенная сумма выделяется на продукты питания в неделю. Но в связи с тем, что я с другой планеты, и у меня свой опыт планирования бюджета, я внесла коррекцию в этом плане. И сейчас я с вами поделюсь моим опытом. Может быть, он кому-то и пригодится. Так уж получилось в моей жизни, что с 7 лет все закупки продуктов питания делала я. Моя мама работала, а я была хозяйкой по дому. Бабушек, дедушек у меня не было, а папа трагически погиб, когда я еще была совсем маленьким ребенком. И моя разумная экономия, самостоятельность, практичность, ответственность, хозяйственная хватка были сформированы и начались в далекие советские годы. Я очень хорошо помню, как я каждый день получала от моей мамы 1 рубль в день на мои личные расходы. Я могла пообедать в столовой, в пельменной. Конечно же, у меня всегда оставались деньги и на мороженое, и на 1-2 стаканчика молочного коктейля. Правда, у нас тогда в школе были тоже организованы бесплатные обеды для детей, но они были не всегда вкусные, и поэтому я шла обедать в пельменную, которая находилась у нас рядом со школой. А еще моя мама, она оставляла 5 рублей, 10 рублей мне на столе. Перед тем, как она уходила на работу, писала мне список, что мне нужно купить, и согласно этому списку я покупала продукты питания. Конечно же, у меня оставались деньги, поэтому я ей всегда писала потом отчет. Было у меня 10 рублей, потратила 8 рублей 20 копеек, а 1 рубль 80 у меня остался, и я клала ей их на стол. Тогда это были для меня первые уроки бюджетирования. Я умею обращаться с деньгами, а вот, к сожалению, этих качеств у голландских детей, либо у немецких детей, у них этого нет. Им их это не прививают. Ой, что-то я отошла от темы. Я не знаю почему, но почему-то голландцы и немцы практически все делают акцент на закупках на неделю. Пишут лист закупок, так называемый Boodschappenlijst, очень длинное голландское слово. Я его очень долго не могла запомнить. Но когда вы каждую неделю пишете себе Boodschappenlijst, пишите milk is op, брод is op, и таким образом вы начинаете учить голландский язык. Так было у меня с моим немецким другом. День закупок у нас был с ним по субботам, исключительно суббота. Это день закупок. И вот что интересно, я часто наблюдаю голландцы и немцы с листочками в руках и покупают только то, что у них записано. Если яблоки по акции, а в списке яблок нет, то покупать яблоки никто не будет. Проходят мимо. Говорю сразу, у меня другая форма, я так не делаю, нет. Я покупаю прежде всего все по акциям. Потом моя отличительная черта – я соединяю бюджет 2 недель вместе. Вот вы представьте, у вас на неделю 120 евро. Но когда вы соединяете 2 недели, у вас уже не 120 евро, а 240-250 евро.
уже можно разумно и с чувством, с толком, с расстановкой сделать ваши закупки. Итак, я предложила моему мужу тогда попробовать мою систему экономии. Потом я ему очень тактично, дипломатично говорю: знаешь, а давай попробуем вот мою систему. Если она не работает, мы тогда вернемся к голландской системе. Прежде всего делаю акцент на акциях. Если я вижу, что куриное филе либо филе индюшки сегодня на этой неделе акция, то я покупаю 2, 3, 4 килограмма, делю на порции, либо прокручиваю это все и делаю мясные шарики к супу. Все идет в морозилку. То же самое делаю также и с овощами: морковь, перец, красной рыбой с лососем. Я ее порежу на куски в морозилку. Наши котлеты, блинчики, пельмени – это же кладезь экономии. Ну зачем же ходить по магазинам и покупать какие-то вот эти мясные шарики? У голландцев у них другой подход. Они быстрее побегут в Альберхайм, купят вот эти вот шарики, а я их сама сделаю. И вы посмотрите, вот этих шариков 360 грамм, а какая цена? Вы сами посчитайте, сколько будет, если вы купите килограмм фарша куриного, допустим, 9 евро килограмм, и этих шариков у вас получится 40 штук на 9 евро. Так у вас в бюджете сразу экономия какая? 6 евро. А 3 евро здесь, 6 евро там, и у вас сразу набегает, капает и капает. Попробуйте. В чем же выгода моей системы? У вас появляется буфер в форме продуктов питания в холодильнике. Вы увидите, что вы питаетесь лучше, и ваш ассортимент питания расширится. У вас будет меньше стресса, меньше давления на вас и на ваш бюджет. Вот вы попробуйте, 1 месяц попробуйте мою систему. И я уверена, вы увидите большую разницу, у вас будут оставаться деньги. Итак, я предложила моему мужу тогда попробовать мою систему экономии. И что вы думаете? В его таблице Excel в графе «Продукты питания» цифры стали появляться зеленые. И вот так у меня начался эксперимент. И до сегодняшнего дня все закупки я делаю по моей системе. У вас будет экономия налицо. За счет чего? За счет акций и количества ваших заготовок. Попробуйте. Может быть, моя система разумной экономии поможет вам, поможет оздоровить ваш бюджет. Я знаю, что многие женщины-иностранки зависимы от своих партнеров в Нидерландах, в Германии, особенно на начальном пути их жизни здесь, в Европе. У многих из них нет свободы решений. Но важно открыто об этом говорить, открыто обсуждать с вашим другом, партнером, мужем. Обсуждать все вопросы, в том числе и вопросы по закупкам продуктов питания. Да, конечно, дипломатично, корректно, тактично, может быть, даже и осторожно на начальном этапе ваших отношений. И что важно еще в этом вопросе? Конечно же, если экономия направлена на улучшение здорового финансового состояния вашего бюджета и ваших отношений,
а не экономии за счет вас. И как говорят, нужна канарейка за копейку, чтобы пела, но не ела. Так что, милые дамы, будьте внимательны и осторожны со своим будущим партнером, другом, и не превращайте себя в таких канареек. Обсуждайте все вопросы открыто, тактично, дипломатично, корректно. Ну и не забывайте о себе. Это такой небольшой советик, если можно. Главное не потерять себя и не превратиться в эту канарейку. А еще что важно, какой партнер перед вами, серьезен ли он, ответственный ли он, готов ли он строить долгосрочный фундамент вашего общего будущего и настоящего, готов ли он к здоровым, серьезным отношениям, а может быть даже и изменениям. Вот эти вопросы надо задавать себе перед тем, как вы сядете в лодочку любви под названием «Замуж за рубеж». А я всегда говорю своему мужу: ты голова, а я же шея. И куда поворачивается шея, и он тут же смеется и говорит: туда и голова. И мы с ним дружно смеемся вместе. Я буду рада, если мой опыт кому-то пригодится, и будет счастье вам в этой красивой стране тюльпанов. Всем мира, счастья и добра. И пусть у нас все будет хорошо. Пока-пока. 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 И до новых встреч. Пока.